Друзья, всем привет! Сегодня хочу рассказать вам о обновлении гнезда, замены гнездовой суши темной на светлую, обороте рамок и сопутствующих моментах. Потому что этому мало уделяют внимания пчеловоды, мало кто об этом говорит. Есть у меня вот такая рамка, которая является негативным примером использования одного пчеловода вообще ее в обороте. Какой недостаток у этой рамки? Ну, кроме того, что она очень темная, ее давно нужно было отправить в перетопку, заменить. Еще и сама рамка имеет ужасное состояние, и проволока, и состояние дерева. Поэтому, если вдруг вам не повезло и вы у кого-то купили пчел на таких рамках, с этими рамками нужно поступать вот так. Это источник болезней и различной беды на вашей пасеке. Вот у меня есть такая рамка, которая темная, имеет темную сушь. Такую рамку, сама рамка еще пригодна к эксплуатации. Из нее можно вытопить воск. Такая рамка отправляется в перетопку. Имеет темный цвет и поэтому должна обязательно заменяться. Также сушь бывает вот такого вида, когда несколько поколений пчел уже вышло из этой рамки, и такую рамку можно и нужно подставлять весной пчелам, заменяя вот такие рамки, если вдруг они остались у вас с осени в гнезде. Возможно, вы купите на таких рамках, тогда нужно заменить. Это в перетопку, это оставить. Есть еще вот такая медовая сушь, которая остается у вас после того, как вы из нее откачаете мед. Вот такие три типа рамок. Эти две пригодны для дальнейшего использования, и обязательно такими нужно заменять гнездо. Это непригодно. Поэтому более подробно остановимся на преимуществах и недостатках. Есть такой, я называю его миф, когда пчеловоды говорят, что матки плохо сеят в светлую рамку, в светлую сушь, хорошо сеят в темную. Ну, в такую в любом случае сеять будут, так как поколения пчел уже вышли, но является мифом то, что пчелы не будут сеять вот в такую медовую сушь. Во-первых, почему могут, так скажем, отдать предпочтение более темной суше? Потому что медовая может быть срезана неправильно, или же вообще не срезана, то есть глубокая ячейка. Остатки меда могут просто больше давать работы пчелам, и им нужно ее чистить. Поэтому вот в такой, где уже вышла личинка, остался кокон, в ней проще закладывать расплод. Но я вам в конце видео, досмотрите до конца, покажу, как я успешно заменяю вот такой медовой сушью старые рамки, те, которые хочу отправить в перетопку, и вы уже увидите результат. Следующий момент, недостаток вот таких рамок в чем? Кроме того, что у них есть, могут быть болезни, возбудители болезней, может быть восковая моль, кроме всего прочего, в этих рамках получаются мелкие пчелы. Потому что ячейка, как она получается темной? В такой ячейке есть засев, вылупляется личинка, пчела выходит, кокон личинки остается в соте. Она темнеет. 5 поколений, уже она вот такая темненькая. 10-15 поколений становится вот такая. То есть за сезон в одной рамке выходит примерно 6-7 до 7 поколений. Поэтому необходимо обязательно не реже, чем в 2 года обновлять гнездо. И еще один момент, друзья. Очередной миф от некоторых пчеловодов. Говорят, эти рамки теплее, чем эти рамки. Темные теплее, светлые холоднее. Рамки, находящиеся в одинаковых температурных условиях, имеют одинаковую температуру. Не может эта рамка быть теплее, а это холоднее. Есть понятие теплопроводности. Теплопроводность темной рамки выше, чем теплопроводность светлой рамки. Но выкормить расплод, каким-то образом положительно повлиять на процесс выкармливания личинок, обогрева расплода, эта рамка не может. В ней, я повторюсь, только пчелы могут быть мельче, и всякой грязи и заразы может быть
больше. И еще один показатель, который установили ученые. Количество меда на выкармливание 1 килограмма пчел в таких сотах гораздо больше, чем количество меда на выкармливание пчел в таких рамках. Имеется в виду отношение килограмм меда на килограмм пчел. Потому что, опять же, размер пчел, тело пчелы появляется очень маленькое. Маленькая пчела способна принести меньше нектара и, соответственно, менее эффективно в улье. Сейчас я вам покажу, каким образом заменить старую темную сушь, которая осталась с зимы, на светлую сушь или вощину. Провести обновление гнезда за сезон можно в несколько этапов. Я не буду доставать рамки, покажу так. Вот это у меня гнездо на 7 рамках, вот это 2 заставные досточки. Я уже произвел замену рамок, вот здесь поставил сушь медовую, то есть чистую, там может быть одно поколение было засева, может быть совершенно чистая сушь. Пчелы охотно будут складывать в эти кормовые рамки свежую пыльцу и принесенный нектар. Эти рамки пойдут кормовыми в зиму, то есть они будут точно светлыми, не будут темными. Те рамки, которые были с расплодом, отходили на край, в них остался мед, возможно в центре, где-то ближе к центру были рамки с медом. Мы их распечатываем и ставим за заставные досточки, выставляем. Вот в этой семье я выставил здесь 2 рамки и здесь 1. 3 рамки уже выставил, то есть из 7 рамок 3 рамки, это почти там 40-45% в процентном отношении суши заменено. И теперь, когда отсюда пчелы заберут мед, я их отправлю в перетопку. Вторым этапом, если вы не успели забрать в эти рамки, пока они только с медом, если пчелы успели туда заложить расплод, значит вторым этапом вы делаете так: ждете, когда выйдет расплод, и тогда убираете рамку за заставную с остатками меда. Либо же, когда будете поднимать уже рамки во второй корпус, или будете дальше жонглировать этими рамками с расплодом, вы отбираете их с печатным расплодом наверх или ближе к заставной, ставите их ближе к краю улья, на тот момент уже не будет заставной. И таким образом, дожидаясь, когда выходит расплод, вы забираете расплод, ставите вощину. Суть в том, чтобы за сезон все рамки поменять. Возможно, за 2 сезона, в зависимости от конкретно ваших условий. Ну и вот такой постскриптум. Посмотрите, ребятки, это медовая сушь, которую я поставил вот в такую семью. Буквально, может быть, там, я не знаю, дней 5 назад. Посмотрите, видно же, что в ней не было ни разу засева. Медовая сушь. Вы видите, она вся засеяна личинкой. Вся, полностью. Полностью, все засеяно. И после этого вы будете говорить, что в светлую сушь не сеет матка. Не верьте вы этим глупостям и мифам. Читайте книги, смотрите нормальных пчеловодов. Посмотрите, здесь уже запечатали расплод. Полностью медовая сушь, друзья. Какую вы поставите, в такую они и будут сеять. Если будет альтернатива с грязью в вашем улье, то, конечно. Замена гнездовых рамок свежими — это всегда плюс, это всегда преимущество, это всегда здоровье ваших пчелосемей. Всем удачи, всем пока.